Всем привет! С вами Иван, и вы на канале Fish on Lab, и видео сегодня будет сравнение двух видов досок – бальзы и липы. Для этого я подготовил два одинаковых шаблона. Воблеры будут по версии Minnow для твичинга. Мои любимчики, просто обожаю на них ловить рыбу. Бальса настолько мягкая, что легко режется ножом. Заготовки из липы вырезаю уже на ленточной пиле. Чтобы склеить их между собой, я использую двухсторонний скотч. Наклеив шаблоны на заготовки, стачиваю по контуру на шлифовальном станке. Так как шаблон рисовал в программе, а не от руки, две заготовки воблеров получились одинаковые. Прежде чем перейти к внутренней части воблера, нужно сделать надрез для языка и просверлить отверстие под глаза. В середине воблера будет цельная петля и 4 шарика весом в 0,9 грамма и диаметром 6 мм. Таким удобным для меня способом я делаю петлю, после чего обматываю ее ниткой и проверяю, все ли сходится на шаблоне. Для того, чтобы нарисовать контур петли сразу на двух заготовках, зажимаю их в тиски. Далее на сверлильном станке прохожу фрезой и сверлом диаметром 6,5 мм делаю углубление для шариков. Чтобы шарики сели без проблем, я всегда использую сверло на полмиллиметра больше, чем сам шарик. Приклеил две части воблера обратно на двухсторонний скотч и взялся за верхнюю часть шаблона. Здесь нужно совсем немного обточить голову и хвост. Потом нарисовал контур карандашом где-то в 3 мм и вырезал ножом. Так как бальса очень мягкая, я не зажимаю ее в тиски для шлифовки, а использую наждачную губку. Я бы не рекомендовал шлифовать обычной наждачной бумагой, так как может получиться неровно. Корпуса воблеров готовы. Доделываю язычки, потом все детали приклею на двухкомпонентный эпоксидный клей и дам 2 слоя эпоксидки. Язычки приклею уже после покраски. Перед покраской прохожу мелкой наждачной бумагой, чтобы сгладить неровности и краска хорошо держалась.
Воблеры покрашены, приклеиваю глазки и язычок, потом дам еще 2 слоя эпоксидки, и можно будет приступать к испытаниям на воде. Первым в испытании будет бальза. Так как и ожидалось, воблер оказался плавающим. Вес воблера без тройников 10 грамм. При плавной проводке игра идет очень хорошо, так же, как и на твичинге. При съемке под водой я заметил одну хорошую игру. Как только воблер всплыл на поверхность, то нужно сделать рывок. И в этот момент воблер погружается под воду с пузырьками. Можно назвать это подводным поппером. Так что я думаю, что этот метод будет работать на мелководье. Второй воблер из липы имеет идентичную игру первому воблеру из бальсы. Разница лишь в том, что он тонет как камень, имея при этом вес 14,5 грамма. Дальность заброса намного больше, чем у бальзы. При проводке хорошо погружается в воду. Результат воблеров мне очень понравился. Я считаю, что нужно иметь в своем арсенале 2 таких воблера для разных условий ловли. В этой ситуации я сделаю себе пару таких воблеров с разными цветами. Да, и еще сделаю версию воблеров длиной 7 сантиметров. Тогда будет не только на щуку. Так что впереди много работы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами был Иван. Увидимся в следующем видео. Пока! Came along.